Иду обрезать инжир, вот он прямо передо мной. Ну, заодно думаю снять видео, показать вам, рассказать вам, как это делается. Заодно ответить на вопрос, который прозвучал в комментарии. Пора уже практически весна, в этом регионе уже морозов не будет. Можно приступать к обрезке. И начну я, пожалуй, с того, что прочитаю вам вопрос, который мне задали в комментариях. Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать молоденький 1-2-годичный инжир? Знаю, что можно и деревцем, и кустом. В чем преимущество каждого способа и когда можно начать обрезку? Юг Одесской области. Вот автор этого комментария сделал очень правильную вещь. Он написал регион, юг Одесской области. 2015 год. В Севастополе температура зимой опустилась до минус 15 градусов. И верхняя часть инжира, вся его надземная часть моих кустов полностью вымерзла. Да, он не погиб, потому что температура минус 15 была на короткий период. Земля не промерзла, корни не пострадали. Но верхняя часть полностью вымерзла. Вот после этого я теперь всем и всегда говорю. Хотите выращивать инжир в Украине, везде, кроме южного берега Крыма, его нужно выращивать с укрытием. Севастополь, казалось бы, рядом с южным берегом Крыма. Тем не менее, инжир пострадал. Поэтому в Украине только с укрытием. Вам, может, повезет. 2-3 года вы будете выращивать его вполне успешно без укрытия. Но потом произойдет какая-нибудь суровая зима. Температура опустится до минус 15, а то и ниже. И если не погибнет ваш инжир, то, по крайней мере, сильно пострадает. Чтобы этого не было, я предлагаю все-таки выращивать его с укрытием. Виды укрытий я показывал в своем видео. Разные варианты. Кто-то пишет, что, мол, чересчур я тщательно его укрываю. Экспериментируйте, тут дело ваше. Считаете, нужно легче, пожалуйста, укрывайте легче. Мое укрытие гарантирует, да, оно трудоемкое достаточно, но тем не менее оно гарантирует, что инжир нормально зимует. Собственно говоря, в этом моем вступлении уже как бы кроется ответ на два вопроса. Раз мы выращиваем инжир в Украине с укрытием, то формировать его деревом – это не совсем правильно. Потому что укрыть дерево – это сложно. А вот куст укрыть проще. Напомню, что источником тепла зимой для наших растений, которые мы укрываем, является именно земля. Так вот, ветки куста, если инжир сформирован кустом, эти ветки можно легко пригнуть к земле и потом уже, соответственно, чем-то укрыть. И они вполне нормально перезимуют. Ну и, соответственно, второй вопрос, когда нужно обрезать? Естественно, перед тем, как укрывать. Чтобы укрывать было проще, обрезку инжира проводят именно осенью, перед укрытием. Ну, лично я как делаю? Я вырезаю все ветки, которые не гнутся. Ну, это 3 года и старше ветки. Их невозможно согнуть и укрыть, поэтому я их просто безжалостно вырезаю. А ветки, которым 1 год, которым 2 года, совершенно нормально, эластичные они, их можно пригнуть и каким-то образом возле земли зафиксировать. Значит, я буду обрезать вот этот вот, куст, назовем его так, инжира, который давно никто не обрезал, за которым вообще никто особо не следил. Но, тем не менее, в этом году мы получили уже с него хороший урожай. В принципе, ничего особенного, конечно, я имею в виду сам сорт, но, тем не менее, есть можно, и за неимением другого мы с удовольствием его ели. Что я буду вырезать конкретно на вот этом кусте? Во-первых, я его как следует прорежу. Инжир ни в коем случае, в условиях, по крайней мере, нашего такого холодного климата, не терпит загущения. Плоды, фиги вот эти, должны как следует прогреваться, как следует освещаться солнцем, то есть получать это все по максимуму. А здесь часть веток растет внутрь кроны. Вот я их удалю. То есть я попытаюсь создать нечто вроде чаши, чтобы солнце со всех сторон все нормально освещало. И второе, пожалуй, самое главное. Я хочу сделать этот куст компактным. Он вырос очень высоко вверх. И фактически мы сняли только часть урожая. Остальная часть оказалась недоступна. Не могу я туда залезть на самый верх, по этим тонким веткам. Пригибать их тоже как-то не получалось. Поэтому фиги часто просто там висели, лопались, загнивали, опадали. В общем, урожай оказался недоступен. Я сделаю его компактным, чтобы любую ветку с любой ветки можно было без всяких приспособлений спокойно собрать этот самый урожай. Смотрите, вот та ветка вообще ушла в сторону за забор, а за забором овраг. То есть вот там вообще урожай недоступен. Поэтому приведу его в такой компактный вид в виде чаши. Имейте в виду, что инжир основной урожай свой дает на побегах, которые вырастут в этом году. Чем-то напоминает виноград.
Вот побег вырос, вот на нем основной урожай. Поэтому некоторые инжироводы обрезают инжир вообще очень коротко перед укрытием, оставляя небольшие пеньки. Из этих пеньков в течение сезона летнего вырастают новые побеги, которые уже к осени начинают плодоносить. Поэтому не бойтесь очень сильно обрезать инжир. Итак, за дело. Каждую операцию, которую я буду делать, я буду комментировать, почему я это делаю. Итак, я начну вот с этих веток, которые растут туда во враг и которые полностью недоступны. Я использую два инструмента. Это сучкорез и это ножовка. Я не хочу полностью сразу пилить толстую ветку, это достаточно сложно. Лучше сначала обрежу более тонкие, а потом уже спилю и полностью основную. Теперь беру ножовку и обрезаю. Обрезаю я ее полностью. Примерно вот так вот. Вот эту мы оставим. Она растет в нужном нам направлении. Кстати, отличный материал для шашлыков. Древесина инжира. Не выбрасывайте. Следующая ветка. Надеюсь, вот с этого ракурса вам хорошо видно, что вот эта вот толстая большая ветка растет именно как раз внутрь кроны. И вот ее я хочу полностью убрать. Наверное, частично и это уберу. Поэтому, опять же, беру сучкорез. Сначала удаляю тонкие ветки. Вот эти ветки достаточно хорошо, они на хорошей высоте и так более-менее горизонтально, они не вверх растут. А вот это, конечно, вряд ли ее сучкорез возьмет. Будем пилить. Пилить буду вот так. Так, ну и у нас осталось фактически из основных две ветки. Вот эта ветка и вот эта ветка. Эту я обрежу приблизительно на вот такой высоте. Есть. А эту посмотрим. Это, наверное, на вот такой. Ну вот,
все, что у нас осталось после обрезки. И тут возникает хороший вопрос, почему некоторые ветки я полностью удалил, а некоторые пооставлял вот с тонкими прошлогодними побегами. Для чего я это сделал? Ну, понятно, те, которые удалил, они росли внутрь кроны, мы расчищали ее, они росли за забор, я понижал крону, я их удалил. Но почему я эти оставил? Дело в том, что некоторые сорта инжира, помимо основного урожая в конце лета, осенью, может давать еще и первый урожай, бребу так называемую. И она как раз будет образовываться, возможно, будет образовываться на вот этих побегах, которые я оставил. Правда, в прошлом году я так и не дождался бребы, но в этом году зима была, в общем-то, не сильно такая морозная, довольно мягкая здесь. Поэтому вполне возможно, эта бреба будет образовываться. Мало того, обратите внимание, висят зеленые плодики, которые перезимовали. Вот даже ветку вам срезанную оставил. Очень много здесь зеленых плодиков. Так вот, эти зеленые плодики, если они перезимовали, не засохли, как некоторые, имеют шансы потихонечку начать расти и вызревать. И тоже будет у вас такой своеобразный первый урожай. Почему я их срезал с этими зелеными плодиками? Ну, потому что я сказал, на такой высоте, даже если бы они там созрели, я бы их все равно не достал. Дальше. Прикорневая поросль. Что с ней делать? Ну, обычно советуют ее удалять, потому что она забирает силы, а толку от нее никакого, она не нужна, в общем. Но в моем случае я провожу омолаживающую обрезку. Поэтому я поросль эту удалю, но пару веток, наверное, оставлю. Для чего? Для того, чтобы они в этом году подросли, а в следующем году я спилил вот те толстые ветки, ну или осенью, спилил уже толстые старые ветки, а взамен них вот пустил бы вот эти вот, которые вот в прошлом году выросли, в этом году еще подрастут, ну, будут более молодые, в нужном мне направлении растущие ветки. Теперь подведем краткое резюме всему тому, что я сегодня вам наговорил и напоказывал. Сегодня я вам показал частный случай того, как нужно обрезать инжир. Не забывайте, что здесь он растет в теплом климате, здесь он растет без укрытия. Если вы собираетесь выращивать инжир в условиях Украины, повторюсь, выращивать его нужно обязательно с укрытием, формировать его желательно удобнее в форме куста, чтобы можно было эти ветки пригибать к земле и укрывать. Вы можете смело вырезать толстые старые ветки, которые не гнутся уже и которые нельзя засунуть в укрытие. Причем обрезать можно очень коротко, оставляя небольшие пенечки. На этих пенечках весной проснутся почки, из них вырастут побеги приблизительно до 2 метров длиной, на которых, собственно говоря, вы и получите основной урожай. Если же вы хотите получать еще и первый урожай, бребу, то оставляйте однолетние, двулетние побеги, на которых, собственно говоря, этот первый урожай, возможно, вы и получите. Ну вот, все, что я хотел вам сегодня показать и рассказать про обрезку инжира. Ничего сложного в этом нет. Всего доброго.